постоянно засыпали, это уже просто другой и так далее. Вот и все. То есть действительно растет, и это нормальное явление, связано именно не с чем-то, что сама Земля разумная, а просто оседание космической пыли, которой очень много. Следующий вопрос. Ну, здесь два вопроса, отвечу на один, наверное. Что вы думаете о параллельных мирах? Ну, во-первых, те параллельные мира, которые описывают фантасты, это не то, что на самом деле есть. То есть вот когда вот типа параллельный мир, типа все точно такое же, как у нас, к примеру, и так далее, и так далее, и так далее. Просто более подробно почитайте то же самое «Неданную вселенную», «Последнее обращение человечества», где я просто показываю, что количество вселенных, множество. То есть мы живем в одном лепестке вселенной, и она параллельна, но параллельна не в том плане другим, что вот существует такая же вселенная и так далее, а просто, что существуют другие вселенные, которые качественно отличаются от нашей вселенной. И есть вселенные, которые такого же качества находятся в других местах и так далее, и так далее. И вот что интересно, то, что несколько лет, уже 2 или 3 года назад, с помощью, опять-таки, Хаббл-телескопа очередное открытие сделали, подтверждающее весьма серьезное подтверждение моих позиций в книгах изложенных, которые за 10-15 лет до этого были написаны. Что Хаббл-телескоп обнаружил в свое время прогиб пространства, которое они назвали белой дырой. То есть черная дыра – это в одну сторону прогиб, а эта белая дыра они назвали в другую сторону прогиб диаметра 1 миллиард световых лет. Ну, как они говорят об этом. Через некоторое время появилось новое сообщение, что они стали изучать этот прогиб пространства и обнаружили, что через этот прогиб пространства они видят другую вселенную. Так вот, это, если кто помнит супространство первого порядка, картинку, это «Последнее обращение человечества» или «Неданная вселенная», там я описывал, когда стыкуются пространства тождественной мерности и структуры, узловые, нулевая точка перехода, называемая, если кто помнит. Так нулевая точка перехода, когда смыкается пространство, которое тождественно друг по качеству. Так вот, случайно Хаббл-телескоп натолкнулся на одну такую точку перехода. И по этой точке перехода действительно можно войти и оказаться в другой вселенной. Мы ее не видим нигде, кроме через эту белую дыру, этот прогиб. А в другом месте мы ее не видим, потому что качественные барьеры не позволяют нам ее видеть. А только именно в зоне смыкания мы ее видим. Так вот, это тоже параллельные вселенные, это может полностью тождественно нашим, но не значит, что в этих вселенных, хотя они не параллельно лежат вот так, они находятся вот так, вертикально, скажем так, наши. Но там нет Земли, как вот наша Земля, точной копии и так далее. Может быть, найдется планета, которая близка по параметрам Земли, но там не найдете своего двойника, как в параллельных мирах десятки параллельных, значит, существует, допустим, Николай Левашов, только судьба чуть отличает. Ну, фильмы видели, да, как показывают. Это фантасты придумывают, которые не малейшее представление о том, что происходит не только в других вселенных, они даже не знают, что происходит на соседней планете, ближайшей. Вы понимаете, какие выводы они делают? И также теоретики, наши, так сказать, теоретики, пишут понимание о Вселенной, даже не, допустим, ну, Эйнштейн его писал уже, да, статью кто читал, выводы. Это было преднамеренное искажение, направленный ложный путь, который используют. Но человек, который ни малейшее представление о Вселенной не имел, написал, и вся наука до сих пор еще держится на позиции, что вот общая теория относительности и специальная теория относительности. Хотя это полный бред, и это доказано давно, и множество экспериментов. И в его время было доказано, и в последнее время тем более доказано, что все это бред. Но почему-то современная наука продолжает на этот бред опираться. Потому что столько данных получено, что никакая скорость света не является предельной скоростью света, движения материальных объектов, что никакой бесконечности массы не переходит, ну и так далее, и так далее. И что Вселенная изотропность. Что такое изотропность? Однородность. То есть она не изменяется в разных направлениях тождественно друг другу. То есть направо, налево, вверх, вниз все одинаково. Ну это абсурд. Вот в школе все учились, правильно? Допустим, а Вселенная, ну, это понятие далеко не у всех есть полное. Но что говорится по поводу даже строения вещества обычного, любого? Что есть ядро, так? А вокруг ядра вращаются электроны, ну, условно там, да? Я не говорю, как правильно, неправильно, говорю то, что вы понимаете, да?
и что, так сказать, эти электроны вращаются на определенном расстоянии от ядра, правильно? А теперь представьте себе, и получается, что такие, допустим, если кристаллическая решетка, что мы видим? Одно ядро здесь, другое ядро здесь, и так далее, вверх-вниз и так далее, а вокруг них там еще электроны там вращаются, да? Ну вот одно ядро здесь примерно, другое здесь. А что между ними? Ничего, пустота. 99 пространства физической плотной материи – пустота. То есть между ядрами ничего нет. Так где же однородность пространства? Даже на уровне такого понимания. Абсурд, согласитесь. Да, кристаллическая решетка, физическое плотное вещество, оно имеет определенную порядочность. То есть материя, ядро здесь находится, другое здесь, между ними, и такие повторяются периодически, на одинаковом расстоянии, к примеру, или не обязательно одинаково, зависит от какое-то вещество. Но между этим и этим здесь пусто. И размеры ядер такие махонькие, по сравнению с расстоянием между ними, можно сравнить с расстоянием между Солнцем и Землей. Вот можно, представьте себе, что вот любой атом, это по пропорции примерно такое, как Солнечная система. Солнце в центре – это ядро, а электрон – это планеты. Близко от Земли до Солнца. В масштабах Вселенной вообще, так сказать, ничто, так? Но для нас сколько придется добираться? Довольно долго, правильно? Но между Землей и Солнцем огромная пустота. Вот примерно такие же пустоты находятся внутри, это просто в пропорциональных масштабах, конечно. Где же однородность? Это абсурд. Просто людей отучат мысль. Потому что если бы школьник задавался таким вопросом в школе, то, думаю, физикам пришлось бы очень тяжело бы.